Дорогие друзья, сегодня мы с вами научимся вязать два узора. Первый узор — это резинка. Посмотрим, как выполнить переход от резиночки к основному полотну, и посмотрим, как выполнить основное полотно. Оба узора абсолютно простые, с ними справится даже начинающая рукодельница, поэтому приглашаю. Если вы начинающая рукодельница, можете таким узором связать шарф. Если более продвинутая, то можете выполнить изделие, как в моем случае, и использовать все остаточки, которые у вас есть. Вот видите, я выполнила готовое изделие. Это у меня пуловер с воротом. Немножко неудобно, но тут моя задача показать вам, видите, то есть как выполнено основное полотно, резиночка. И видите, какое огромное количество остатков я использовала. Изделие смотрится очень интересно, вяжется просто. Присоединяйтесь. Для работы я использую крючок 5,5. И образец я выполняю с пряжи полушерсть в 100 граммах 100 метров. И обращаю ваше внимание, что вот, допустим, изделие у меня выполнено из остатков пряжи. Я старалась подбирать пряжу приблизительно по толщине одинаковую. Но тут она абсолютно, видите, да, разного состава даже есть, цвета. Узор вяжется очень просто, смотрится великолепно. Начинаем выполнение нашего узора, узор резиночки с 9 воздушных петель. Набираем цепочку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мы выполнили цепочку из 9 воздушных петель. Далее мы выполняем одну воздушную для перехода от одного ряда к другому. И все очень просто. Я ввожу крючок в воздушную и выполняю соединительную петлю или соединительный столбик. И так до конца моего ряда. У вас может быть количество воздушных петель другое. Вы просто берете и вот таким образом провязываете соединительные. На что хочу обратить ваше внимание, что соединительные не должны быть затянуты или наоборот очень, ну скажем так, висеть или выполнены рыхло. Тогда ваша резиночка будет или будет затянута, или наоборот будет такой, знаете, неаккуратной и некрасивой. Мы выполнили с вами первый ряд. То есть вот воздушный соединительный столбик должен повторять величину вашей воздушной петелечки. И далее я выполняю воздушную работу, разворачиваю и очень внимательно ввожу крючок в дальнюю или заднюю полупетлю. При этом, видите, я пропустила эту воздушную и уже захватываюсь за полупетлю моей соединительной или столбика. И так выполняю до конца ряда. Опять же вяжем, повторяя наши петелечки, не затягивая и не выполняя очень рыхло. И так до конца ряда. Давайте я выполню этот ряд вместе с вами. Очень все просто. Главное, не спешите. И не забывайте, вот не пропускайте последнюю вашу петлю. Выполнили. Далее опять воздушная. Работу разворачиваю и вяжу опять же, пропускаю воздушную. Ввожу крючок за дальнюю полупетлю и выполняю опять же соединительные петли или соединительные столбики. Мы с вами провязываем за полупетелечку дальнюю. Вот таким образом. Так вы вяжете резиночку на необходимую вам длину. Я выполнила резиночку на необходимую мне длину. И обращаю ваше внимание, что сама по себе резинка может использоваться как основной узор буквально для любого полотна. Начиная от полотна шапки, заканчивая свитерком, пуловером, кардиганом и так далее. Видите, да, вяжется просто, смотрится великолепно. Носочки, пинетки, ну то есть буквально любое изделие.
что я делаю дальше? Я начинаю выполнение моего основного узора. Я выполняю воздушную петлю подъема, далее накид на крючок. Я ввожу крючок, вот видите, вот прямо в петлю и выполняю вот таким образом. Я провязала соединительный столбик или петлю с накидом. Накид, ввожу крючок и провязываю, видите, да, в один прием, вот таким образом. Обращаю ваше внимание, что при провязывании вы обязательно проверяете, чтобы ваше полотно не было затянутым. У вас же резиночка эластичная, и значит сам ряд и вообще полотно не должно быть затянутым. Если вы видите, что получается затянутым, провяжите еще между, ну скажем так, ваших косичек, то есть добавьте количество петель. Может вот таким образом еще сюда можно провязать. Это вы уже будете регулировать самостоятельно. Мне достаточно, поэтому я просто первый ряд выполняю вот таким образом. Раппорт в ширину у нас одна петля, то есть вы можете выполнять любое количество петель. Раппорт в ширину здесь не важен. А вот раппорт в высоту у нас получится с вами 6 рядов. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. И далее я покажу, как закончить ряд и перейти к выполнению другого. Я завершаю выполнение нашего первого ряда, напоминаю, раппорта в высоту. Завершаю его. Накид, ввожу крючок вот в воздушную петелечку и провязываю. Далее петельку мы подтягиваем с вами. Далее я выполняю одну воздушную, опять же она у нас в узоре не участвует, а необходима для перехода от одного ряда к другому. Выполняю накид, ввожу крючок за дальнюю полупетлю, видите, и точно так же выполняю соединительный столбик с накидом, вот таким образом. Так я выполняю до конца моего ряда. Аккуратненько, не спеша, накид и провязываем, накид и провязываем. Так мы вяжем до конца нашего ряда. И таких рядов всего у нас должно получиться 4. 2 мы с вами выполнили. И я завершу выполнение этого ряда, начну выполнение следующего и повторю, что всего вот таких рядов, именно соединительных с накидом, должно получиться 4. И я продолжаю выполнение моего узора. Напоминаю, раппорт в высоту у меня 6 рядов. Я завершила выполнение ряда второго ряда раппорта в высоту. Далее воздушная. Я работу разворачиваю. Опять же накид на крючок, ввожу крючок за дальнюю полупетлю и выполняю точно такой же ряд. Это у меня будет третий ряд раппорта в высоту. Вот таким образом мы с вами выполняем третий ряд. Видите, красиво, объемно получается и очень-очень просто. Мы с вами выполнили третий ряд нашего раппорта в высоту, довязали его. Воздушную петлю мы не провязываем, напоминаю, она у нас в узоре не участвует, а только для перехода от одного ряда к другому. Опять воздушная, и, как я и говорила, последний 4-й ряд именно соединительных столбиков с накидом за дальнюю полупетлю. Далее у нас с вами будет 2 ряда столбиков с накидом за дальнюю полупетлю. Вяжется просто, то есть это 4-й ряд раппорта в высоту. Таким образом, видите, объемная такая красивая коса получается, как с одной стороны, так и с другой. И завершаете ряд самостоятельно.
Я выполнила 4 ряда, как мы с вами договаривались, полустолбиков с накидом за дальнюю полупетлю. Смотрите, какая красота у нас получается. Объемные, красивые такие косички. Смотрится просто великолепно. И далее мы будем выполнять 2 ряда столбиков с накидом. Это мы выполнили 4 ряда раппорта в высоту. И я начинаю выполнение 5-го. 3 воздушные петли подъема. И столбики с накидом я буду провязывать за дальнюю полупетлю. Работу я разворачиваю. Выполняю накид на крючок. Очень внимательно я пропускаю первую вершинку. У меня петли подъема будут заменять 1 столбик. И далее за дальнюю полупетлю я провязываю столбики с накидом. Вот таким образом. Все очень просто. Так вы выполняете до конца нашего ряда. Я выполнила ряд столбиков с накидом. Обращаю ваше внимание, что мы провязали за дальнюю полупетлю все столбики, и воздушная петля у нас остается не провязанная в конце ряда. Проверяйте себя, столбики пересчитывайте, чтобы нигде ничего не потерять. Напоминаю, провязывали за дальнюю полупетлю. Далее 3 воздушные петли подъема. Мы выполняем последний 6-й ряд наших столбиков. Прошу прощения, раппорта в высоту. Пропускаем вершинку. И в следующую вершинку, опять же, за дальнюю полупетлю я выполняю столбик с накидом. Так я вяжу до конца моего ряда. И завершу выполнение этого ряда вместе с вами. Покажу, как обязательно провязать петли подъема. Я завершаю выполнение нашего ряда. И в этом случае мы воздушные петли подъема провязываем. Я ввожу крючок, видите, в 3-ю воздушную петелечку и провязываю. Столбик с накидом выполняю. Останавливаюсь. Раппорт в высоту готов. Напоминаю, он 6 рядов. Так смотрится с одной стороны. И так смотрится с другой стороны. Видите, красиво, очень гармонично идет переход от одного узора к другому. Опять же, я вам скажу так, если вам недостаточно столбиков или петелечек, проверяйте. Может, вам хочется немножко шире полотно сделать, значит, в первом ряду вы просто добавьте 1 или 2 петли, или то количество петель, которое вам необходимо. Меня все устраивает, мне очень нравится. Видите, да? Смотрится просто потрясающе. И я начну выполнение следующего ряда. Это первый ряд раппорта в высоту. Я выполняю воздушную работу, разворачиваю, накид на крючок, ввожу крючок, пропускаю петлю, да, ввожу крючок, вот заднюю полупетелечку моего столбика и выполняю. Напоминаю, мы за заднюю полупетлю все провязываем. И мои соединительные петли или столбики с накидом. Вот таким образом провязываем. И все. И так вяжем мы наш узор на необходимую нам высоту. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать 2 вида узора. Мы с вами выполнили резиночку и выполнили узор. Раппорт, напоминаю, в ширину 1 петля, в высоту это 6 рядов. Достаточно простой узор и, скажем так, оставляет
большое поле для творчества. Вы можете регулировать количество полустолбиков с накидом, то есть можете выполнить не 4 ряда, допустим 5-6. Столбики с накидом вы можете выполнить не 2 ряда, а допустим 1, 2, 3, 4. То есть здесь вы можете поэкспериментировать. Узор достаточно простой, смотрится интересно, необычно и великолепно смотрится с резиночкой. Это образец, который мы с вами выполняли. И давайте посмотрим этот узор на готовом изделии. Наша резинка, да, вот переход идет от резиночки, хорошо видно. Я в изделии использовала остатки пряжи. Видите, да, то есть огромное количество цветов, но изделие смотрится очень интересно, красиво. Единственное, я приблизительно по толщине старалась подбирать пряжу одинаковую, но видите, состав даже кое-где люрекс есть, то есть тут это такое, вы выбираете ту пряжу, которая, ну скажем так, остаточков которой у вас много. Великолепно смотрится, повторюсь, видите, да, вот сколько у меня цветов. И резинка, напоминаю, одним узором выполнено, основное полотно у нас с вами выполнено другим узором. Если вы начинающая рукодельница, рекомендую начать с чего-то простого, то есть выполнить, допустим, резиночку и выполнить шарф, да, ровным полотном. Если вы продвинутая рукодельница, можете выполнить, как в моем случае, это, ну, готовое изделие с воротом, то есть это такой пуловер. Видите, тоже выполнен резинкой ворот. И, естественно, избавиться от всех остаточков, которые у вас есть дома. До новых встреч, творческих вам успехов. Спасибо вам огромное за ваши комментарии, за теплые слова, за лайки. А главное, что вяжете, огромное спасибо, что вяжете вместе со мной.